Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Все, центральная стена моя почти готова, осталось 6 блоков положить, и на этом все. Потом впоследствии проштраблю на расстоянии 6 сантиметров от края, кину 2 штрабы. Перемычки залили. Перемычки залиты, провибрированы, все по фэншую, с арматурой. Как заливал перемычки, по тому же типу, что и в прошлых роликах. Ничего не изменил. Расстояние 11 сантиметров в блоке. Выпиливаешь шлифмашинкой, либо сабельной пилой. Ну, я шлифмашинкой, сабельной у меня пока нет. На глубину 14-15 сантиметров, там в зависимости уже как получится. Где-то на такую глубину. Входим, то есть получается 11, а снизу тоже примерно 10-11 сантиметров. Вот такая несъемная палубка, вовнутрь арматуру и бетон. Бетон марки порядка М350 по старым маркировкам. Есть у меня вопрос. Кто занимался строительством газобетонных домов, кто укладывал перемычки, балки на газобетонные блоки? Вот у меня здесь штраба, здесь будет штраба. Положу туда шириной 3 сантиметра, глубиной также 3 где-то. Шириной на 3,5, глубиной 3. Я на цементный раствор туда вложу арматуру 10. При укладке поперечных балок 100 на 200, но в моем случае 2 50 на 200. Надо ли мне делать в этом случае еще какую-то подложку под балку, чтобы снять точечную нагрузку? Или штраба уберет ее? Или все же надо что-то там, какую-то дощечку шириной определенной, либо еще что-то, ну вот, чтобы убрать эти точечные нагрузки от балок. Дом одноэтажный. Сверху утепление будет сантиметров 300-400. 30-40 сантиметров утеплителя будет. Чердак будет холодный, не жилой. Надо ли мне ложить сюда добавочно какую-то опору под балки? Или вот эти штробы будут также являться хорошей опорой, чтобы распределить, чтобы убрать точечную нагрузку, убрать трещины? Вроде как бы и штробы это все нивелируют, но при этом не хочется трещины замазывать лишний раз. Вот кто строился и у кого есть опыт, не просто где-то что-то слышал, а кто столкнулся с этим по прошествии времени, как именно укладывали балки. Балки длиной, ширина от стены до стены ширина 5,40. Несущих добавочных стен не будет. Балка от края до края ложится. Две балки или 2 бруса 50 на 200. А второй моментик тоже интересный. Балки ложить внахлёст на центральную стену. Или же, так как блок 40 сантиметров, я могу, ну, так может кто-то опять же с этим работал. Ну, я бы как бы склоняюсь к нахлёсту, но также думаю, может быть, в торец с заходом, получается, балка на 20 сантиметров заходит на блок и соединяется в торец с противоположной. И ложить утеплитель уже, ну, короче, вот так. Тоже интересный вопрос. Если кто знает, подскажите. Будем на общем мнении создавать собственные решения. Высота потолков будет у меня от первого блока, от края первого блока 2,75. Я все думал, надо ли мне над оконными проемами добавлять еще ряд. По итогу отказался от него, потому что блок 25, добавишь, уже будет 3 метра. Как по мне, слишком высоко. Если в большом помещении оно как-то еще, наверное, смотрится хорошо, высокие потолки, то тоже туалет-ванна, заходишь, там потолки 3 метра. Как-то, наверное, будет смотреться комично, как по мне.
Потому остановился на высоте 2,75, пол подымется. Сейчас вообще там не 2,75, сейчас у меня 2,90. Подымется пол, будет где-то 2,75, ну, подшива, натяжные потолки. Ну, по итогу будет где-то 2,70, 2,65. По итогу будут у меня потолки высотой. Сверху от потолочных балок еще 2 ряда будет газоблока для того, чтобы свесы крыши не надвисали над окнами. То есть 2 ряда плюс армопояс плюс мауэрлат. Да? Раз, два. То есть вот. Тем самым я подниму уровень крыши выше, чтобы свесы крыши не затеняли окна и чтобы дом смотрелся симпатично. Но внутри будет 2,75, 2,70. И советик. Делайте, если вы строите в одиночестве, во-первых, как я говорил уже много раз, 400-кой не связывайтесь. Если связываетесь с 400-кой, рассчитывайте все же на помощь, потому что одному, с ней работать тяжело. И блоки вкладывайте в окна, чтобы они сохли. Я вот раскладываю по окнам блоки, они там 5, 6, 7 дней сохнут. Сейчас погода прекрасная, все высыхает, и блок становится реально, на 10 килограмм легче, а то и больше. Довольно быстро все высыхает, и носить потом на стены, поднимать их легче. Так, ну что, добор. Остался добор. Как-то раз было, что я, не замерив добор, вроде отрезал все по размерам, вставляю, не вставляется. И надо, пришлось быстро счесывать. Так я теперь заранее сначала ложу добор, смотрю, все ли совпадает, и тогда только наношу раствор. Отлично. Так, добор положили, все, стенка закончена. Теперь штробимся, укладываем арматуру. И после этого балки, потолочные балки. Строимся потихоньку. Вот за месяц, ну не за месяц, меньше, где-то за 3-4, за 3 недели, за 3,5 недели вот я стенку закончу. В полном одиночестве. Сам разносил, сам ложил. Ну, вот так вот. Когда закончу возводить над балками ряды, уже буду нанимать людей, потому что слишком тяжелая работа сделать верхний армопояс. Блоки буду вдоль нарезать. Или сам, или ребята нарежут. Там, ну, от цена вопроса просто все. Берут $15 за метр погонный, за нарезку, приклеивание и вязание арматуры. В общем, верхний армопояс сам не потяну, потому что желательно заливаться все одним махом, чтобы был монолит, а не по кусочкам доливать.
хоть и с арматурой, но все равно это будет на арматуре множество отдельных бетонных заливок. А правильнее будет залить все одним махом, чтобы получился монолитный круговой пояс. Так что там уже буду нанимать людей. Ну а от пояса уже мауэрлат и крыша, стропильная система и шифер. Ну а теперь штробы. Куда же без них, родных? Штробы. Штроборез у меня Кроун. Понимаю, говорил, обзор был. Крайне медленный запуск. Сгорел в первый же день. По гарантии поменяли якорь. Работу выполняет, но медленно разгоняется и пока работает. Высота 3 метра от уровня земли, плит. Напряжная работа. Ноги сильно устают. В остальном, что, работа и работа. Ведешь и ведешь. Но у меня ноги устают, блин, аж мокрые. Мышцы забиваются. Болят. Ну вот так, все. Сейчас выломаю. Положу арматуру, залью. Точнее залью, а потом опущу уже вовнутрь арматуру. И, скорее всего, разобью на на стенах внешних и приварюсь уже к старой штробе, чтобы полностью был периметр замкнутый. В общем, в этом видео уже все.